Добрый день, наши дорогие зрители и подписчики. Меня зовут Анастасия Клименкова, и я являюсь специалистом по работе с клиентами в компании Town City Group. Компания Town City Group оказывает комплексную поддержку для наших клиентов в плане иммиграции, налогов и инвестиций. В сегодняшнем нашем выпуске мы поговорим о правах европейцев после Брексита, ведь ни для кого не секрет, что выход Англии из Евросоюза уже назначен на конец октября текущего года, и поэтому у многих европейцев, проживающих здесь, возникает множество вопросов о их правовом статусе и статусе их дальнейшего пребывания в Англии после выхода из Евросоюза. Начнем с того, что волноваться не стоит. Если у вас паспорт европейского государства или вы близкий родственник европейца и проживаете в Англии по семейной визе, то вам необходимо подать заявку на документ нового образца. Даже если у вас есть действующая текущая виза, ее необходимо заменить. Здесь также стоит учитывать, какое общее количество лет вы прожили в Англии. Для лиц, проживших в Англии 5 и более лет, предусмотрена заявка на ПМЖ – постоянное место жительства. Для всех остальных заявителей будет выдан документ временного пребывания сроком на 5 лет. Для данной схемы предусмотрена упрощенная процедура, и теперь все анкеты подаются строго онлайн, что в целом сокращает общее время подготовки такого заявления и рассмотрения иммиграционной службы. Также заявителю будут предложены несколько методов и способов предоставления документа, удостоверяющего личность. Для европейских паспортов и также биометрических карточек, содержащих в себе биометрический чип, предусмотрена подача заявки через специальную программу на телефоне, которая сможет считать с чипа все ваши личные данные. Если у вас нет необходимого оборудования, вы сможете забронировать себе дату визита в специальный центр, где опытные сотрудники помогут вам осуществить подачу заявления. Если же у вас нет европейского паспорта или ваша виза не содержит в себе биометрический чип, вам будет необходимо отправить свои документы в иммиграционную службу в почтовом режиме, после чего вас пригласят на сдачу биометрических данных. Также, пожалуйста, учтите, что государственная пошлина для такого типа заявки не предусмотрена, и после отправки анкеты вы просто ожидаете решения. Европейцам следует учесть, что никакой специальный документ им больше выдан не будет, как это было раньше при старых действующих правилах. Теперь текущий статус европейца будет привязан к его действующему паспорту, и в случае замены паспорта необходимо также обновлять всю информацию онлайн. Для членов семьи европейцев будет выдана специальная биометрическая карточка, которая будет подтверждать их статус нахождения и пребывания в Англии. Крайние сроки подачи заявления по новой схеме уже назначены на 30 июня 2021 года. Однако, если Англия выйдет из Евросоюза без соглашения, то данные сроки будут урезаны еще на полгода. Мы также хотели бы отметить, что для пересечения границы после 31 октября текущего года у вас уже должен быть оформлен документ по новому образцу, так как текущие права европейцев, на основании которых они пребывают в стране, утрачивают свою силу. Мы настоятельно рекомендуем вам внимательно ознакомиться с текущими правилами и заблаговременно оформить свой статус, чтобы обезопасить себя и своих близких при трудоустройстве и пересечении границы. Мы очень надеемся, что данное видео было для вас очень полезным и вы смогли извлечь из него необходимую для вас информацию. Однако, если у вас остались какие-либо вопросы, наша фирма с удовольствием поможет вам с определением вашего статуса, подготовит ваши документы и отправит вашу заявку в иммиграционную службу. Большое спасибо и до новых встреч!